Сейчас нарисую здесь схему подключения к тревожному выходу камеры устройств, которыми надо управлять. Дано. У нас есть камера, и у нее есть Alarm Out. Alarm Out. И у нас есть лампочка, либо любая другая нагрузка на 220 вольт. И у нее есть два вывода. Как работает Alarm Out в камере? Когда мы нажимаем включить тревожный выход, в камере замыкается сухой контакт. Ну, грубо говоря, нарисуем ключ. Когда тревожный выход выключен, ключ разомкнут. Когда тревожный выход включен, ключ замыкается. То есть принцип действия сухого контакта. Чтобы нам включать лампочку на 220, нам нужно промежуточное звено, это реле. Потому что напрямую 220 сюда включать нельзя, выход сгорит, скорее всего сгорит и камера. Сейчас расскажу базовый принцип вот этих сухих контактов для более простого понимания принципа работы. В домофонах, в камерах есть два режима сухих контактов. Normally Open, NO. По умолчанию при включении устройства цепь разомкнута. И Normally Closed. По умолчанию при включении устройства цепь замкнута. Ну, теперь продолжим. Таким образом, чтобы управлять через вывод камеры лампы и не сжечь камеру, нам нужно вот такое вот реле. Оно позволяет подключать на управляемую часть нагрузку с большими токами и с большим потреблением и, собственно, управлять с камерой. Как выглядит схема? У нас А1, А2 контакты — это управляемая часть. Вот она. Сюда мы подключаем камеру. Но есть нюанс. Если мы подключим просто так, ничего не заработает. Потому что для работы реле нужно напряжение. Это реле работает от 24 вольт. Следовательно, не помню, как рисуется правильно блок питания. Вот у нас плюс, вот у нас минус 24 вольта блок питания. Мы подаем на реле напряжение 24 вольта. Когда вот этот вот сухой контакт замыкается, на реле подается напряжение, и у нас включается нагрузка. Как включается нагрузка? На самом реле, вот здесь, нарисованы все контакты. И здесь по большому счету два типа подключения, такой либо такой. Рассмотрим на примере трех контактов. Есть контакт 21, 24 и 22. Вот их нарисуем здесь, здесь 21. Когда реле находится в выключенном состоянии, контакт 21 и 22 являются normally closed. То есть между ними, как тут правильно нарисовать, вот, эти контакты являются замкнутыми. Когда на реле подается напряжение, вот этот контакт переключается на 24 контакт. То есть 21-24 являются normally open. Таким образом, чтобы нам включать лампу, когда реле включено, нам надо подключить лампочку,
контактам 21 и 24. Но, естественно, от контактов лампочка работать не будет, поэтому нам надо какой-то источник питания, розетку, собственно, 220 вольт. Нарисуем ее как блок питания. То есть у нас минус, плюс. Таким образом, мы через контакт 24 и 21 запитываем лампу. И, собственно, как это все работает. Ну, кстати, еще нюанс. Блок питания тоже надо питать 220, поэтому он у нас также подключается к сети 220. Таким образом, как работает схема? Когда у нас контакт из разомкнутого состояния перешел в замкнутое, подается напряжение на управляемый контакт и реле. Реле срабатывает, контакт переключается вот в это положение, и, собственно, напряжение идет по цепи 220, таким образом питая эту лампочку. Собственно, такая нехитрая схема позволяет управлять любыми нагрузками без ограничений по мощности через камеру.